Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам, уделим внимание церковному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Меня сегодня окружает изобилие и достаток». И пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также, друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Вот очень-очень приятно. Благодарим вас. Итак, друзья, 16 мая Православная Церковь вспоминает святых мучеников Тимофея и Мавру, которые пострадали за веру во Христа в III веке. Эти святые символизируют стойкость и преданность христианской вере, несмотря на жестокие гонения и мучения, которым они подверглись. Святой Тимофей родился в христианской семье. Его отец был священником, и с ранних лет Тимофей был посвящен служению церкви. Он состоял чтецом в церковном клире, а также был переписчиком и хранителем богослужебных книг. В те времена книги переписывались вручную, и это была ответственная и почетная работа, поскольку богослужебные книги имели огромное значение для христианской общины. В начале IV века римский император Диоклетиан начал одно из самых жестоких гонений на христиан. Во время этих гонений до святого Тимофея донесли властям. Его привели к правителю, который потребовал отдать все имеющиеся священные книги, чтобы уничтожить их и ослабить тем самым христианскую веру. Однако Тимофей отказался предать святыню. За свое неповиновение святой Тимофей был подвергнут жестоким пыткам. Его пытались заставить отречься от веры и выдать книги, но Тимофей оставался непоколебимым. Несмотря на страдания, он продолжал твердо стоять на своем, вдохновляя других христиан своим примером стойкости и верности. Мавра, молодая супруга Тимофея, также была вызвана к правителю. Ее пытались уговорить мужа отречься от веры. Но Мавра не только отказалась, но и сама признала себя христианкой. Мавру также подвергли мучениям. Несмотря на жестокие пытки, она осталась верна своей вере и поддерживала мужа в его страданиях. Мавра доказала, что ее любовь к Богу и к мужу была сильнее страха перед мучениями и смертью. После мучений Тимофей и Мавра были приговорены к распятию. Их распяли на крестах, установленным лицом друг к другу. В течение 9 дней святые висели на крестах, поддерживая друг друга молитвами и словами утешения. На 10-й день они вручили свою душу Богу, окончив свой земной путь мученической смертью. Подвиг святых Тимофея и Мавры служит примером непоколебимой веры и преданности христианским идеалам. Их история вдохновляет верующих на стойкость вере и мужеством перед лицом испытаний. Они показали, что истинная любовь и вера могут преодолеть любые страдания и победить даже смерть. 16 мая в народном календаре особенный день, который получил сразу несколько названий. День Мавры-рассадницы, Мавра-молочница, Мавра-зеленые щи. Эти названия все связаны с важными хозяйственными и природными событиями, которые отмечались нашими предками. Этот день также совпадал и с днем памяти мученицы Мавры, что придает ему особое значение и сакральный смысл. 16 мая считается благоприятным днем для посева и высадки рассады капусты в открытый грунт. В этот день хозяйки активно занимались садово-огородными работами, готовили рассаду и высаживали ее в подготовленную землю. Наши предки верили, что день памяти мученицы Мавры особенно благоприятен для посадки капусты. Они считали, что капуста, посаженная в этот день, будет расти крепкой и здоровой, а урожай будет обильным. Для защиты рассады от вредителей ее после посадки обрызгивали святой водой и читали специальные магические слова, чтобы уберечь ее от болезней и насекомых. Согласно народным поверьям, чтобы рассада капусты хорошо прижилась и была защищена от вредителей, необходимо было провести обряд окропления святой водой.
Во время обрызгивания читали специальные слова, призывающие защиту на посевы и благословения на хороший урожай. Эти обряды помогали создать своеобразный магический барьер, защищающий растения. Еще одно название этого дня – Мавра-молочница, связано с началом активного роста травы на пастбищах. К 16 мая на лугах появлялось достаточно зеленой травы, и коровы, отправленные на выпас, возвращались сытыми, что способствовало увеличению надоев молока. На Руси верили, что коровы, которые пасутся на свежей весенней траве, дают больше молока. В этот день молоко считалось особенно вкусным и полезным, поэтому его старались использовать и для приготовления разнообразных молочных продуктов – и масла, сыра, сметаны. Коровы, вернувшиеся с пастбищ сытыми, давали больше молока, а это радовало хозяек и становилось причиной для радости и благодарности. В народе говорили, что на Мавру-молочницу молоко у коров прибавляется, и связывали это с благословением Святой Мавры. 16 мая также называли Днем Мавры «Зеленые щи», что связано с началом активного сбора весенней зелени. Молодая зелень, появляющаяся уже к этому времени, становилась основой для приготовления популярных весенних блюд, таких как зеленые щи. На Руси зеленые щи были традиционным блюдом весеннего стола. Их готовили из молодой крапивы, щавеля, шпината и других трав, которые собирали на лугах и в лесах. Зеленые щи были не только вкусным, но и полезным блюдом, богатым витаминами и минералами, необходимыми после долгой зимы. Поэтому в этот день, 16 мая, хозяйки отправлялись на сбор съедобных трав, которые затем использовали для приготовления блюд. Молодая зелень добавлялась в супы, в салаты и в другие блюда, обогащая рацион витаминами и минералами. Народные традиции подчеркивали важность использования даров природы и благодарности за обильные весенние урожаи. 16 мая в народном календаре ознаменовано еще и одной особой традицией – началом приготовления щей из свежей зеленой зелени. Зеленые щи или щи из щавеля, крапивы и лебеды являлись весенним вариантом классического блюда, которое не теряет своей популярности и актуальности до сих пор. Щи – одно из старейших и самых распространенных блюд русской кухни. Основными ингредиентами классических щей являются капуста и мясо. В летнее и в осеннее время для приготовления использовали свежую капусту, а в холодное время года и весной, когда запасы свежих овощей подходили к концу, квашеную. Квашеная капуста не только сохраняла свои полезные свойства, но и придавала блюду особый вкус и аромат. Однако, когда запасы квашеной капусты иссякали, на помощь приходила молодая зелень, которая появлялась в лесах и на лугах с наступлением весны. Щавель, крапива и лебеда становились основными ингредиентами для приготовления весенних щей. Такие щи были не только вкусными, но и полезными, насыщенными витаминами и минералами, которые так были необходимы после долгой зимы. Постные щи, приготовленные без мяса, были важной частью питания во время православных постов. Использование свежей или квашеной капусты, а также зелени позволяло разнообразить постный стол и обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Постные щи не только поддерживали физическое здоровье, но и имели духовное значение. Во время постов пища становилась не только средством утоления голода, но и частью духовного подвига, напоминанием о смирении и воздержании. 16 мая также считался благоприятным днем для проведения обрядов на избавление от любовных мук. Считалось, что специальные магические слова, произнесенные нараспев, помогают избавиться от неразделенной любви и душевных страданий. Обряд умывания включал чтение магических слов утром, до и после умывания на протяжении 3 дней. Такие слова должны были произноситься нараспев с искренней верой и намерением избавиться от любовных страданий. Обряд можно было повторять каждое утро в течение 3 дней, чтобы усилить его эффект.
16 мая – значимый день в народном календаре, известный как День памяти святой мученицы Мавры, и на Руси все-таки ее предпочитали произносить как Марфа. Этот день отмечен многочисленными традициями и обычаями, связанными с посадкой рассады, уходом за домашними животными и различными обрядами. Имя Марфа ассоциировалось с началом активных работ на огороде. На Мавру-рассадницу традиционно сажали рассаду молодой капусты и засевали огороды другими культурами. Считалось, что растения, посаженные в этот день, будут крепкими и дадут обильный урожай. В этот день сажали рассаду капусты. Огородники верили, что капуста, посаженная на Мавру-рассадницу, будет расти крепкой и здоровой. Ну а для защиты рассады и от вредителей окропляли святой водой. Этот обряд проводили, чтобы уберечь растения от болезней и насекомых. Независимо от дня недели, на который приходился день Мавры-рассадницы, можно было сеять и другие огородные культуры. Считалось, что посаженные в этот день растения будут хорошо расти и дадут отличный урожай. Как мы уже сказали ранее, еще одно название этого дня – Мавра молочная. Дело в том, что в это время коровы, которые наелись сладкой, сочной майской травы, начинали давать самое вкусное и густое молоко. Кроме того, на Мавру-рассадницу проводили различные обряды, направленные на избавление от негативных мыслей и привлечение положительной энергии. Считалось, что березовые ветки обладают магическими свойствами, способными очищать пространство от негатива и привлекать благополучие. Поэтому в этот день наши предки отправлялись в лес, собирали березовые ветки и украшали ими дом. Это помогало избавиться от негативных мыслей и создать в доме атмосферу гармонии и радости. Еще одним обычаем этого дня было то, что нужно было надевать одежду желтого цвета. Желтый цвет символизировал солнечную энергию, радость и позитив. Считалось, что одежда желтого цвета поможет привлечь в жизнь светлые и радостные события. Проведение этого дня веселой компании также считалось очень важным. Люди верили, что радостное общение с близкими и друзьями поможет укрепить дух и улучшить общее самочувствие. Веселые застолья, песни и танцы создавали атмосферу праздника и радости, что способствовало привлечению положительной энергии. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 16 мая по народным приметам, традициям и обрядам. На Мавру-рассадницу было принято сажать рассаду и сеять огородные культуры. Однако все-таки в этот день существовали строгие запреты, связанные с этими работами. Перед посадкой растений нельзя было есть хлеб. Считалось, что если нарушить этот запрет, куры склюют все посаженное. Это поверье связано с тем, что хлеб символизировал пищу для кур, и его употребление перед посевом могло привлечь птиц на грядке. По народным поверьям 16 мая к огородным работам допускались только женщины. Мужчинам в этот день запрещалось приближаться к грядкам, так как считалось, что их присутствие может испортить урожай. Это поверье объясняется тем, что женская энергия считалась более гармоничной и благоприятной для растений. Как вы знаете, молоко играло очень важную роль в народных обрядах и повседневной жизни, поэтому с ним было в этот день тоже связано множество запретов. 16 мая нельзя было готовить и есть молочные блюда, за исключением тех, которые готовились для специальных обрядов и ритуалов. В этот день разрешалось пить только свежее молоко, которое считалось особенно полезным и целебным. Согласно народным поверьям, проливать молоко на стол было плохой народной приметой. Считалось, что это могло привлечь неприятных гостей и принести беды и несчастье. Даже случайная капелька молока на столе могла стать причиной мелких проблем и неурядиц, поэтому с молоком в этот день обращались очень осторожно. 16 мая нельзя было грустить и поддаваться печали. Считалось, что если провести этот день в плохом настроении, то придется жить в печали еще 40 дней. Поэтому старались провести день в радости и в веселье, чтобы привлечь удачу и позитивные события.
На Мавру-рассадницу не разрешалось заниматься строительством дома, особенно если для этого использовались остатки прошлого сгоревшего или обрушившегося дома. Считалось, что новое жилище постигнет та же участь, что и предыдущее. Этот запрет был связан с желанием избежать повторения прошлых неудач и несчастий. Кроме того, 16 мая нельзя было покупать носовые платки, так как это могло сулить скорые похороны. Также не стоило и дарить носовые платки, поскольку это могло привести к проблемам со здоровьем как у дарящего, так и у принимающего подарок. Носовой платок ассоциировался с плачем и печалью, поэтому его покупка и дарение в этот день считалось плохой народной приметой. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы, традиции и обряды на 16 мая. Мы надеемся, что эти советы помогут вам в этот день. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите, вы живете изобильной жизнью. Истина да будет так. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.